User EF5. Какой портрет, чудо как хорош. Слава, планируешь по портрету мастер-класс или урок? Ну, да, хотя уже были по портрету. Ну, один был класс в Калифорнии. Я портрет писал даже не один. И здесь я писал тоже в Москве. Вот этот портрет написан на классе. И если есть интерес, хорошо, давайте сколотим группу. И, может быть, в феврале давайте сделаем такой класс. Или урок. Уроки есть по портрету. Загляните в мою школу, вы найдете там как минимум 3 урока по портрету. Анна Анютовна, может быть. Как выбирать толщину мазка, густоту краски? Ну, папа мой, например, на хлеб клал вот такой. Хлеб тоненький, естественно, зачем тост? А масло, то есть хорошо, чтобы было. Вкусно. Кашу маслом не испортишь, так и живопись толстым мазком нет. Только нужно просто размышлять. Не все надо толстым делать, а находить места, где жиденько, ну так, салатик, а где и ударить прям, я не знаю, по котлетке. Даже говорят, кстати, нужно сначала салатик есть, а потом котлетку через какой-то промежуток времени, потому что разные отделы у нас кишечник и желудок, разные штуки переваривают, гвозди даже. Но это кока-колу надо еще запивать. Я обычно иду от прозрачного в подмалевке до плотного последнего слоя. Гениально! Посмотрел, как пишете вы, и заметил, что у вас все по-разному. Это да. Что-то легко, что-то сразу смачно и жирненько. Да. Как происходит выбор густоты, жирности краски в процессе работы? Да, так и происходит интуитивно. Из-за того, нагрузка вот эта, да, вот эта такая мазистая, исходит из того, где центр композиции. И, может быть, эти мазки несколько удерживают всю вот эту жидкость, вот эта жиденько, вот эта смачность, создает контраст между прозрачным, подмалевком. И тогда диапазон большой, когда в тоне заложено, еще как дашь вот этими жирными, харизматичными мазками, и это сразу вот этот диапазон увеличивается. Ну и восприятие сильное, поэтому находите эти места. Не везде смачно жирненько, а прям интуитивно. Вы почувствуете, центр композиции, если взят, или где-то просто, даже не центр композиции. Свет падает, например, вот в этой работе, которую я сейчас закончил, в конце ролика ее покажу, вот эти акценты сделаны мощно, да? Свет на лодках, теплота. А все остальное подчинено этому. Вы должны сами определить, что главное, что второстепенное, что чему вы подчиняете. Не везде нужно жирно на тарелку класть, например. Ну, может быть, вечером, а утром нет, не надо жирно. Лучше так углеводики. И будет баланс тогда. Алексей. Почему многие художники похожи на детей? Особенно Бато. Ну, Иисус же говорил, будьте как дети. Они чисто смотрят на мир. Если еще не испорчены, не успели их испортить школа, родители и общество, то есть просто чистота. Вот как будто бы взгляд такой чистый, в котором нет осуждения, в котором есть просто, ты видишь то, что есть. Это приходит, наверное, к тем, у кого распахнуто сердце, кто смотрит на мир с удивлением. Вообще удивление – это основной фундамент рождения любого произведения. Если удивления нет, то работы художника несут меньше жизни, что ли, меньше эмоций, меньше настоящего. Настоящее – это всегда удивление. Ах, вот это ах и возникает в сердце зрителя. Тогда происходит резонанс, это ах, неужели, разве, как я этого раньше не замечал или не мог увидеть, а художник подсказал. То есть художник подсказывает, это указатель, на что смотреть, куда обратить внимание. Ну вот у детей это получается быть искренними, чистыми
И чем больше художник видит красоту мира при всем его там, всех его ужасах, все равно есть главный фундамент — это красота. И эта красота, как воронка, затягивает тебя в себя, и ты просто в поле этого восторга, этого волшебства. И люди к тебе притягиваются, такие же, которые испытывают то же самое. Ну, как в нашей палате. Мы же команда. Кстати, напишите, что вы об этом думаете. Почему художники, как дети, похожи на детей? Ведь это действительно так. Друзья, вашему вниманию теперь доступен 24-й урок в моей онлайн-школе «Пространство». Я писал его на набережной в Гурзуфе, и вдалеке гора Медведь, потом еще ближние скалы, гора Подзорка, Чеховская бухта и на переднем плане пирс. В этом видео моя задача была написать и показать вам, как исключить путаницу, которая у многих в головах, как писать пространство, что такое воздушная перспектива, нужно ли сознательно изменять тон на дальних планах в сторону вот дымки какой-то или не нужно. Я предлагаю писать, как вы видите, и показываю, как это делать. Такой сложный. Как всегда, вы видите мотив, причем снятый на видео. Вы видите палитру, что происходит на холсте в реальном времени. Сара, Казань. Вячеслав, вы берете заказы, пейзаж по фотографии. Ну, как-то мне не заказывают, знают, что я пишу все с натуры. Но, вы знаете, фотографии могут быть подспорьем к тому, чтобы... Мы же всегда пишем изнутри. То есть мы преобразовываем сюжет, мы ищем композиционное решение. Даже если ты на фотографии видишь какие-то недостатки в композиции, ты можешь, используя фотографию, выявить, создать вот эту новую реальность на основе фотографий, поскольку, если есть опыт, конечно, поскольку мы пишем изнутри. Изнутри — это значит, вот это и есть фантазия художника на тему сюжета в реальности, ну там на пленэре, или по фотографии. Почему нет? Можно это использовать. Все хорошо знают эту работу Фешина. Все, конечно же. Но я недавно увидел фотографию, и у меня возникло подозрение, что огромный холст, он в Казани висит, что, возможно, он часть работы сделал по фотографии. Опять же, имея опыт. А опыт — это тонны краски, испорченные, возможно, и километры холстов, проб и ошибок бесконечных. Ольга Д. В каком порядке лучше выдавливать краски на палитре? Есть ли какая-то формула? Раньше выдавливала как придется, но вижу у художников разные предпочтения. Я выдавливаю. Вообще выдавливайте, как вам удобно. Главное, чтобы в центре палитры, вот у меня в центре, есть рабочая поверхность, где я делаю замесы. А в левую сторону, я делаю холодные цвета, в правую сторону теплые. Это не единственный вариант. Делайте, как вам удобно, главное, чтобы было поле для замесов. И если оно становится меньше, счищайте краску, оставляя это поле.
В самом конце ролика будет прямая ссылка на видео, которое я очень рекомендую посмотреть. Как раз там я более глубоко, объемнее раскрываю тему живописи по фотографии. Надеюсь, этот материал вам поможет. Пишите с натуры, это беспроигрышно.